Добрый день. Мы продолжаем. Итак, в начале 20 века, в 1909 году, появилась работа ключевая для формирования идеи путешествия героя. Работа французского этнографа Арнольда ван Геннепа, в которой он сформулировал идею о обрядах перехода, а именно различные церемонии и ритуалы, которые сопровождают жизнь человека от его рождения до смерти. Крещение, вступление в брак, занятие тех или иных должностей, определенного социального положения и так далее, и так далее. И заканчивая обрядом погребения. Все обряды Ван Генеп разделил на три группы. Прелиминарные – это обряды подготовительные, обряды отделения от прежнего мира, от прежней жизни. Лиминарные, то есть обряды, совершаемые в промежуточный период. И постлиминарные, обряды включения в новый мир. Можно сказать несколько слов о том, как понятие лиминарности или неопределенности используется в искусстве, в частности в кинематографе и живописи. Главное здесь лиминарное пространство. В качестве таковых могут выступать любые локации, съемочные или локации, изображаемые живописцами. Как это работает? В лиминарных пространствах, как правило, в кадре отсутствуют люди. Как выясняется, наличие людей является ключевым фактором, который помогает определить наше отношение к происходящим событиям. Да, очень важен контекст происходящего. Поскольку люди отсутствуют, зритель находится в растерянности, возникает у него чувство неопределенности, которое перерастает в тревогу, эмоциональное волнение. Как правило, демонстрация таких лиминарных локаций и является целью авторов фильма в данном случае, да, если мы говорим о кинематографе, поселить у зрителя в душе тревогу. Можно привести примеры и упомянуть такие фильмы, как «Твин Пикс», «Город ищет убийцу», «Третий человек» и так далее, и так далее. Ну вот, чтобы много не говорить, конкретный пример кадра из фильма «Город ищет убийцу». Как я уже сказал, очень важен контекст, потому что в одном случае отсутствие людей в кадре может восприниматься относительно нейтрально, если, например, мы говорим о пейзаже. Да? И опять же, все зависит от контекста, если это лирическое какое-то повествование. Но в данном случае речь идет о поиске убийцы в Берлине 30-х годов. Полиция расставила засады на всех улицах. И нам показывают кадры пустого города, где в полумраке прячется с одной стороны полиция, которая ждет появления убийцы, а с другой стороны убийца, который выходит на охоту, но не хочет, естественно, попасться в руки полиции. Еще один пример лиминарности – использование таких локаций в фильме «Твин Пикс»,
который, собственно, с самого первого сезона, с первых кадров создает у зрителя чувство тревоги, неопределенности, волнения, потому что где-то рядом граница между двумя мирами, откуда появляются непонятные сущности и снова исчезают. Поэтому, опять же, важен контекст. И на фоне того, о чем я вам только что сказал, самый, казалось бы, идиллический, невинный пейзаж американской глубинки вызывает чувство волнения и тревоги. Где-то здесь зыбкая граница между миром обыденным и потусторонним миром, что, собственно, является главным содержанием схемы путешествия героя. Но вот в качестве примера также можно привести несколько живописных произведений испанского художника, который известен тем, что придумал оригинальный ход, стирает или убирает персонажей с известных довольно картин, что существенно меняет также восприятие этих произведений. В первом случае, как вы поняли, это была «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. А в данном случае это «Охотники на снегу» Питера Брейгеля, собственно, без охотников как таковых. Возникает очень странное ощущение, как мы уже говорили, неопределенности, куда исчезли все эти люди. Даже если мы не видели картину раньше и не знаем, что она вся буквально усеяна, как и остальные картины Питера Брейгеля, вся буквально усеяна жанровыми сценками с участием людей. Даже если мы видим это полотно в первый раз, чувство тревоги у нас все равно появляется. Хосе Мануэль Балестер, по-моему, фамилия этого художника испанского. Итак, вот фрагмент оглавления книги про ритуалы перехода. Как вы видите, здесь рассматриваются как различные сельскохозяйственные обряды межевания и так далее. Но нас интересует главным образом ритуалы, имеющие отношение к людям. И, как мы видим, здесь с самого начала беременность, роды, рождение, детство и далее, и так далее, и так далее, и юность, прослеживается весь цикл человеческой жизни. Вот в качестве иллюстрации можно привести такую замечательную вещь. Это мозаика на полу одной из церквей в Сиене, в Италии. Мозаика потрясающего качества, фантастическая по исполнению. В большее время года она закрыта. Ее раскрывают для туристов буквально на несколько недель в течение года. Как раз здесь изображены 7 этапов, 7 возрастов жизни человека. Мы видим с самого раннего детства, юношества, молодость, зрелость, старость и, наконец, совсем дряхлый человек в конце своей жизни уже стоит перед пустой могилой. Одна из самых известных литературных произведений на эту тему, где упоминаются эти 7 возрастов человека, конечно, это
фрагмент из пьесы Шекспира «Весь мир театр, и все люди в нем актеры», где драматург перечисляет методично, не пропуская ни одного возраста. Сперва младенец, ревущий горько на руках у мамки, потом школьник с книжной сумкой, любовник, вздыхающий как печь, а потом солдат, чья речь всегда проклятиями полна, судья, тощий панталоны в очках, у пояса кошель с деньгами, да, такой классический образ скупого. Ну и наконец всей этой странной, сложной пьесы. Второе детство по забытию, без слез, без чувств, без вкуса, без всего. По одной из версий, 7 возрастов человека соотносится с 7 планетами. Число 7 вообще сакральное число с незапамятных времен. Достаточно вспомнить 7 дней недели. Каждому дню недели также соответствовала своя планета и своя цветовая гамма, например, если это воскресенье, Sunday, день солнца, значит, символ этого дня золото. Если это понедельник, Monday или Moon Day, искаженное, да, это день Луны. Значит, символ этого дня серебро. Суббота, Saturday, или день Сатурна, имеет связь с черным цветом, потому что Сатурн – это бог плодородия, он же бог смерти. Из праха ты появился, и в прах превратишься. Поэтому вот по одной из версий 7 возрастов человека, именно не больше, не меньше такое количество, появилось в соответствии с 7 планетами. И каждой планете соответствует свой возраст. Марс – это солдат, любовник – это Венера, судья – это Юпитер и так далее. Вот еще одно произведение на эту же тему. Здесь, как вы видите, все возрасты собраны на одном полотне, на одном рисунке. Здесь он и солдат, и любовник, и судья. Нельзя сказать, чтобы эти обряды перехода были чем-то абстрактным. Да? Достаточно вспомнить наш сегодняшний день. Мы переживаем, чтобы у нас свадьба была не хуже, чем у людей, чтобы выпускной у детей прошел не хуже, чем у людей, и так далее, и так далее. Это же обряды перехода в чистом виде. Поэтому никуда важность этих событий не пропала в каком-то новом качестве, но они присутствуют, и мы в них активно участвуем в современной жизни.